Знаете ли вы тот кухонный стол, который стоит здесь каждый день и молчаливо наблюдает за многими моментами нашей жизни? Итак, мои дорогие друзья, сегодня мы поговорим о чем-то, что выходит далеко за рамки простого предмета мебели. Наш кухонный стол – это поистине бьющееся сердце нашего дома, мощный энергетический центр, напрямую влияющий на гармонию и благополучие нашей семьи. Интересно посмотреть, как наши бабушки и дедушки уже интуитивно знали это. Помните, как бабушка всегда содержала стол в чистоте? Это было не зря. На самом деле древние традиции разных культур, от Востока до наших предков, считают кухонный стол настоящим алтарем изобилия. Именно там мы получаем пищу, которая поддерживает нас, делимся историями и укрепляем наши семейные узы. Именно там происходит жизнь, множатся радости и растворяются проблемы в приветливых беседах. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему нам так хорошо, когда мы сидим за ухоженным столом? Нас словно окружает особая энергия, не так ли? Это происходит потому, что стол работает как настоящий энергетический магнит, способный притягивать и распределять энергию, циркулирующую в нашем доме. Когда мы содержим наш стол в чистоте, порядке и за ним хорошо ухаживаем, мы фактически создаем положительное энергетическое поле, которое приносит пользу всем, кто там собирается. Это как ежедневный ритуал любви и заботы о нашей семье. Только представьте, каждый раз, когда мы тщательно убираем со стола, каждый раз, когда тщательно расставляем сиденья, мы фактически подготавливаем священное место для получения благословений. Древние мастера восточной мудрости учат, что энергия, или ци, должна течь свободно, чтобы приносить процветание. Поэтому ухоженный стол становится порталом благ для всего дома. И дело не только в физической чистоте, друзья мои. Энергия нашего кухонного стола выходит далеко за пределы того, что мы можем видеть. Он поглощает наши разговоры, наши мысли, наши эмоции. Вот почему так важно поддерживать гармоничную обстановку во время еды. Замечали ли вы, как семейный обед может полностью изменить наше настроение? Как приятная беседа за столом может изменить трудный день? Это происходит потому, что стол действует как усилитель энергии. Если мы культивируем за столом мир и благодарность, эти энергии умножаются и наполняют весь дом. С другой стороны, если мы позволяем спорам или негативу, эти энергии также могут проникнуть в нас. Вот почему наши предки всегда так ценили семейные трапезы. Они знали, даже интуитивно, преобразующую силу этого пространства. Думайте о столе как о священном семейном алтаре, да, о настоящем алтаре. Неудивительно, что во многих культурах трапеза начинается с благодарственной молитвы. Этот момент благодарности не просто религиозный ритуал, а мощный способ поднять энергетическую вибрацию окружающей среды. Когда мы относимся к нашему столу с таким уважением, происходит нечто волшебное. Еда становится более питательной не только для тела, но и для души. Обстановка становится светлее, гостеприимнее. Стол как будто сам откликнулся на нашу заботу, отвечая взаимностью положительной энергией. Поэтому предлагаю вам сделать небольшое упражнение. Перед каждым приемом пищи уделите несколько секунд тому, чтобы быть благодарным. Обратите внимание, как этот простой жест может полностью трансформировать энергию момента. Ухоженный стол подобен саду. Чтобы он процветал, ему необходимо постоянное внимание. Недостаточно время от времени убираться, необходим ежедневный, любящий и осознанный уход. Начните с осмотра полотенца, которое вы используете, оно чистое. Есть ли пятна или слезы? Энергия течет лучше, когда мы используем полотенце в хорошем состоянии, желательно светлых или мягких тонов. Материал также имеет значение. Натуральные ткани, такие как хлопок или лен, являются отличными проводниками положительной энергии. Всегда держите в центре стола простую, но красивую композицию. Это может быть ваза со свежими цветами, тарелка с сезонными фруктами или даже небольшая вазочка с ароматными травами. Эти природные элементы помогают поддерживать поток жизненной энергии и привносят красоту в окружающую среду.
Вы когда-нибудь замечали, что некоторые столы кажутся более гостеприимными, чем другие? Это не просто украшение, это энергия. Круглый стол, например, способствует циркуляции энергии и общению между людьми, так как здесь нет углов, блокирующих поток энергии. Но не волнуйтесь, если ваш стол прямоугольный или квадратный, самое главное – это энергия, которую мы там культивируем. Всегда держите свои места в порядке, избегая беспорядочных или странных стульев, так как это может создать энергетический дисбаланс. Если есть возможность, расположите стол так, чтобы все могли видеть друг друга во время еды, что облегчит диалог и укрепит семейные связи. Освещение также имеет важное значение. Мягкий, гостеприимный свет создает атмосферу, более благоприятную для хороших бесед и приятных моментов. Кухонный стол также является мощным порталом к изобилию. Вы замечали, как там обычно рассказывают самые важные семейные истории? Как лучший совет приходит естественным образом во время еды? Это происходит потому, что стол создает особое энергетическое поле, в котором человек чувствует себя комфортнее, открывая свое сердце. Это как если бы это была антенна, улавливающая и усиливающая положительные энергии, циркулирующие в окружающей среде. Вот почему так важно всегда иметь при себе что-нибудь питательное, хорошо укомплектованную вазу с фруктами, баночку с домашним печеньем, кувшин со свежей водой. Эти элементы символизируют изобилие и привлекают в дом больше процветания. Помните, Вселенная реагирует на наши символы и намерения. Существует древняя традиция, которая учит: каков твой стол, такая и твоя жизнь. Это кажется простым, но несет в себе глубокую мудрость. Организованный стол отражает организованный ум и упорядоченную жизнь. Поэтому нужно уделять внимание мелким деталям. Избегайте накопления бумаг, купюр или предметов, которым не место на столе. Каждый неуместный предмет создает энергетическую блокировку, препятствующую свободному потоку благословений. Возьмите за правило ежедневно содержать на столе все, что не связано с едой и семейной жизнью. Вы поймете, как это простое изменение может внести больше ясности и гармонии во все аспекты жизни. Энергия стола напрямую влияет на наше пищеварение и, следовательно, на наше здоровье. Когда мы едим в гармоничной обстановке, наше тело лучше усваивает питательные вещества, наш разум становится спокойнее, а дух поднимается. Поэтому важно создать ритуал приема пищи. Выключите телевизор, уберите мобильные телефоны и посвятите этот момент истинному присутствию. Говорите о позитивных вещах, делитесь радостями дня, практикуйте благодарность. Если вы один, сделайте трапезу моментом заботы о себе. Включите спокойную музыку, используйте красивую подставку для столовых приборов, подавайте еду с осторожностью. Энергия, которую мы посвящаем этим моментам, возвращается в умноженном виде в виде здоровья и благополучия. Ухоженный стол словно магнит для хороших отношений. Вы когда-нибудь замечали, как люди естественным образом собираются за уютным столом? Как разговоры проходят лучше, как улыбки становятся чаще? Это происходит потому, что положительная энергия, которую мы культивируем за столом, создает магнитное поле, привлекающее еще больше позитива. Это благотворный цикл, который приносит пользу всей семье. Поэтому поощряйте моменты встреч за столом. Создайте семейные традиции, особенный завтрак по воскресеньям, полдник с домашней выпечкой, ужин, на котором каждый рассказывает о лучших моментах своего дня. Эти простые моменты на самом деле являются ценными инвестициями в семейную гармонию. Когда мы говорим об энергетике стола, мы не можем забывать о силе цвета. Каждый цвет имеет свою вибрацию и может положительно влиять на окружающую среду. Например, полотенце в оттенках зеленого приносит гармонию и баланс. Желтый привлекает процветание и радость. Голубой цвет способствует спокойствию и хорошему общению. Вы можете чередовать цвета в зависимости от намерения, которое хотите проявить. Но помните, самое главное, чтобы цвета приносили ощущение благополучия вам и вашей семье.
Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете с разными цветами, и выберите те, которые больше всего резонируют с вашим сердцем. Интуиция всегда наш лучший советчик в такие моменты. Стол – это также пространство для исцеления и трансформации. Сколько раз в застольной беседе возникала, казалось бы, неразрешимая проблема. Сколько там произошло примирений, сколько было предложено и получено помилований. Это происходит потому, что энергия стола, если за ним хорошо ухаживать, создает поле приветствия и понимания. Как будто это помогает нам видеть ситуации с большей ясностью и состраданием. Итак, если вы переживаете трудные времена, сядьте за стол с намерением обрести покой. Зажгите свечу, поместите веточку розмарина или лаванды, растения, известного своими гармонизирующими свойствами, и позвольте древней мудрости стола вести вас. Наш кухонный стол – настоящая школа жизни. Именно там дети учатся важным ценностям, молодые люди получают ценные советы, а пожилые люди делятся своей мудростью. Каждый прием пищи – это возможность учиться и расти. Поэтому развивайте привычку рассказывать за столом истории о преодолении, вере и настойчивости. Делитесь семейными традициями, обучайте старинным рецептам, передавайте мудрость предков. Стол – это связующее звено между поколениями, пространство, где знания текут естественным путем, укрепляя семейные корни и подготавливая почву для более благополучного будущего. Энергия за столом напрямую влияет на наше финансовое процветание. Вы когда-нибудь замечали, что лучшие бизнес-идеи, лучшие решения обычно возникают в ходе незатейливых бесед за столом? Это не случайно. Стол, если к нему относиться с уважением и заботой, становится мощным катализатором изобилия. Поэтому всегда держите под полотенцем небольшой лавровый лист, древняя традиция привлечения процветания. Не кладите счета и финансовые документы на стол во время еды, так как это может создать энергетические блокировки. Вместо этого держите предметы, символизирующие изобилие, обильную вазу с фруктами, горшок с зерном, кувшин, всегда полный свежей воды. И, наконец, помните, что энергия нашего стола напрямую связана с энергией нашего сердца. Когда мы подаем еду с любовью, когда заботливо готовим стол, когда собираемся с радостью, мы на самом деле питаем не только тело, но и душу всей нашей семьи. Это ежедневная работа с любовью и преданностью, которая приносит огромные плоды. Стол – наш союзник в построении более гармоничной и благополучной жизни. Поэтому обратите внимание на знаки, которые оно нам посылает. Например, беспорядок на столе может быть предупреждением о тех областях вашей жизни, которые требуют большего внимания и заботы. Чем больше осознания мы привносим в это священное пространство, тем больше благословений оно приносит нам. Вы знаете старую поговорку, в которой говорится, что предметы разговаривают с нами. Итак, мои дорогие друзья, сегодня мы узнаем, как наш кухонный стол может посылать нам важные сигналы об энергии в нашем доме. Подобно тому, как опытный врач определяет симптомы в организме человека, мы можем научиться распознавать признаки, которые показывает нам наша таблица. Например, нестабильный стол – это не просто физическая проблема, это важный духовный сигнал для пробуждения. Когда мы замечаем, что наш стол шатается или поврежден, нам нужно обратить на это особое внимание, поскольку это может отражать нестабильность наших семейных отношений. Стол словно является энергетическим зеркалом нашего дома, показывающим посредством физических знаков то, что происходит на тонком плане. Подумайте, если энергетический центр дома нестабилен, как можно ожидать стабильности в нашей жизни? Многие люди имеют беззаботную привычку сидеть за столом, опираться на него или даже стучать по столу во время жарких разговоров. Это кажется невинным, не так ли? Но наши предки уже знали каждое воздействие на стол подобно нарушению энергетического поля дома. Это как бросить камень в спокойное озеро, волны растекаются и воздействуют на всю окружающую среду. Поэтому нам необходимо развивать новое понимание этих привычек. Например, когда кто-то сидит за столом,
он неосознанно блокирует поток положительной энергии. Мы словно закрываем дверь к изобилию. Аналогично, стук по столу во время ссоры может усилить конфликты и создать негативные модели поведения, которые повторяются в семье. Особого внимания заслуживает уборка стола, но не всякая ткань подходит для этой священной задачи. Знаете ли вы, что использование неподходящей одежды может повредить потоку энергии? Например, тряпки, которыми мыли пол или другие поверхности, несут в себе плотную энергию, которая может загрязнить наш стол. Это все равно, что использовать грязную воду для мытья драгоценного кристалла. Это не имеет смысла, не так ли? В идеале для стола должна быть специальная скатерть, желательно светлых тонов и натуральных тканей. Эти ткани необходимо стирать отдельно, с осторожностью и вниманием. Некоторые приверженцы древней мудрости даже предлагают благословить ткань несколькими каплями воды с розмарином или лавандой, растениями, известными своими очищающими свойствами. Давайте теперь поговорим о том, что многие из нас делают, сами того не осознавая, превращают стол во временное хранилище для предметов. Ключи, сумки, кошельки, мобильные телефоны. Каждый из этих предметов несет в себе собственную энергию и при размещении на столе создает настоящий энергетический суп, способный нанести вред гармонии окружающей среды. Ключи, например, являются символами перехода и движения. Если их оставить на столе, они могут создать волнение и нестабильность. Кошельки и бумажники несут в себе энергию денег и финансовых забот. Неудивительно, что древние восточные традиции считают неуместным смешивать эти энергии с тем, где мы едим. Сотовые телефоны, помимо испускаемого ими физического излучения, приносят с собой всю суету внешнего мира. Грязная посуда, оставленная на столе, еще один важный момент, заслуживающий нашего внимания. Каждая грязная тарелка, стакан или столовый прибор подобно небольшому облаку застоявшейся энергии, витающему над нашим столом. Только представьте, остатки пищи несут в себе энергию разложения, которая по природе своей плотна и тяжела. Когда мы позволяем этой посуде оставаться на столе, мы неосознанно блокируем поток новых благословений. Это все равно, что пытаться наполнить уже полный стакан, для нового нет места. Поэтому крайне важно выработать привычку убирать грязную посуду сразу после еды. Если по каким-то причинам это невозможно, накройте посуду чистой тканью до тех пор, пока ее можно будет помыть. Существует старая традиция, которая говорит о важности баланса при расстановке предметов на столе. Когда мы размещаем предметы беспорядочно или в чрезмерном количестве, мы создаем точки скопления энергии. Это похоже на реку, которая встречает на своем пути препятствия. Жизненная энергия не может течь свободно. Поэтому следите за тем, чтобы не было участков стола, перегруженных предметами, даже если это, казалось бы, безобидные предметы, такие как салфетницы или декоративные контейнеры. Каждый предмет должен иметь свое определенное место и четкую функцию. Помните, в восточной мудрости пустота так же важна, как и наполнение. Именно в пустом пространстве может циркулировать и обновляться энергия. Физическая стабильность стола напрямую связана с эмоциональной стабильностью семьи. Стол, который трясется или шумит при прикосновении, явный признак того, что необходимо что-то подкорректировать не только в мебели, но, возможно, и в семейных отношениях. Посмотрите внимательно, нет ли шатких ножек, которые нужно подтянуть. Есть ли неровности пола, которые необходимо исправить? Каждая физическая проблема на столе может быть отражением более глубоких проблем, требующих внимания. Нестабильный стол может указывать на финансовую нестабильность, хрупкие отношения или важные решения, которые откладываются. Поэтому очень важно, чтобы наш стол всегда был прочным и безопасным, как прочная основа нашего процветания. Трещины или повреждения поверхности стола также являются важными признаками, которые нельзя игнорировать. Каждая отметина, каждая царапина могут представлять собой энергетическую рану, влияющую на гармонию дома. Например,
Треснувший стол может символизировать разногласия в семье или проблемы общения между ее членами. Глубокие царапины могут указывать на старые раны, которые необходимо залечить. Поэтому важно поддерживать поверхность стола в хорошем состоянии, проводя необходимый ремонт при появлении первых признаков повреждений. Если стол слишком поврежден, не медлите с его заменой. Иногда для восстановления энергетического баланса необходимо начать все сначала. Шум, издаваемый столом, также является важным показателем его энергетического состояния. Стол, который скрипит или издает странные звуки при использовании, буквально на что-то жалуется. Эти звуки могут быть предупреждением о трудных разговорах, которые необходимо провести, решениях, которых следует избегать, или о напряжении, которое необходимо разрешить. В древней мудрости считается, что мебель поглощает энергию семейных ссор и конфликтов. Поэтому шумный стол может свидетельствовать о накопившемся со временем дискомфорте. Решение заключается не только в устранении физической проблемы, но и в гармонизации энергии посредством откровенных и любящих разговоров между членами семьи. Особого внимания заслуживают углы и торцы стола, так как они являются точками концентрации энергии. Очень острые или поврежденные углы могут создать то, что мастера фэн-шуй называют ядовитыми стрелами, точками, излучающими в окружающую среду негативную энергию. Если у вашего стола очень агрессивные углы, попробуйте смягчить их или использовать скатерть, которая их как следует закроет. На концах стола также всегда не должно быть тяжелых и острых предметов, так как это может создать энергетический дисбаланс. Помните, энергия должна плавно течь по столу, не встречая препятствий и точек напряжения. Высота стола по отношению к стульям также влияет на поток энергии во время еды. Когда людям приходится тянуться, чтобы достать еду, или они испытывают дискомфорт из-за недостаточного роста, создаются энергетические блокировки, которые могут повлиять не только на пищеварение, но и на общение в семье. Слишком высокий стол может символизировать недостижимые цели или нереалистичные ожидания внутри семьи. Слишком низкий стол может означать обесценивание священного момента трапезы. В идеале каждый может сидеть удобно, естественно положив руки на стол, это облегчает поток энергии и способствует более гармоничному общению. Расположение стола на кухне или в столовой также важно для поддержания хорошего потока энергии. Стол, расположенный слишком близко к стене или задвинутый в угол, может вызвать застой энергии. Это как растение, которое не получает света со всех сторон, его рост нарушен. В идеале вы должны иметь возможность свободно передвигаться по столу, позволяя энергии течь беспрепятственно. Также обратите внимание, если рядом со столом расположены двери или окна, это может создавать очень интенсивные энергетические потоки, нарушающие гармонию окружающей среды. Если нет возможности изменить положение стола, можно использовать декоративные элементы или растения, чтобы смягчить эти энергетические потоки. На энергетику стола также влияет то, что мы под него ставим. Многие люди имеют привычку хранить предметы под столом либо из-за нехватки места, либо для удобства. Однако эта практика может создать серьезные энергетические блокировки. Пространство под столом всегда должно быть свободным и чистым, позволяющим энергии свободно циркулировать. Коробки, обувь, сумки или любые другие предметы, хранящиеся там, могут создать своего рода энергетический якорь, препятствующий естественному потоку благ. Если вам нужно временно хранить что-то под столом, убедитесь, что оно чистое и организованное, и как можно скорее найдите постоянное решение. Скопление пыли и грязи на столе, даже если оно не видно невооруженным глазом, может создать слой застойной энергии, влияющий на всю окружающую среду. Поэтому, помимо ежедневной уборки, важно проводить периодическую энергетическую чистку нашего стола. Это можно сделать несколькими способами: протереть тканью, смоченной розмариновой водой, сбрызнуть воду несколькими каплями лавандовой эссенции или просто оставить стол под солнечным светом на несколько часов.
Некоторые традиции рекомендуют также использовать крупную соль. Перед сном положите небольшое ее количество на каждый угол стола и на следующее утро уберите ее, бросив использованную соль в проточную воду. То, как мы наводим порядок и захламляем стол, также влияет на вашу энергию. Если вы сделаете это поспешно или неосторожно, это может создать дисгармонию, которая повлияет на всю окружающую среду. Для таких моментов важно создать небольшой ритуал. Накрывая стол, делайте это спокойно и осторожно, визуализируя, что вы готовите священное место для получения благословений. Наводя порядок, будьте благодарны за еду и моменты, которыми вы поделились, гарантируя, что все вернется на свое законное место. Эта осознанная забота помогает поддерживать энергетическое поле за столом всегда гармоничным и восприимчивым к новым благам. Давайте поговорим о предметах, способных привлечь негативную энергию на наш стол, в это священное место в нашем доме. Многие люди даже не осознают этого, но простые раскрытые ножницы, оставленные на столе, могут быть подобны антенне для плотных энергий. Еще древние говорили, ножницы – это режущие инструменты и, если их оставить открытыми, они могут символически разрезать приходящие к нам благо и процветание. Мы словно создали небольшую энергетическую щель, через которую уходят положительные энергии, которые мы так хотим сохранить в своем доме. Поэтому, если вам необходимо пользоваться ножницами во время еды, всегда держите их закрытыми и, желательно, храните сразу после использования. Ржавые ножи – еще один предмет, заслуживающий особого внимания. Это не просто вопрос гигиены, хотя это тоже важно. Ржавчина несет в себе энергию порчи, разложения, которая может повлиять не только на продукты питания, но и на всю вибрацию окружающей среды. Только представьте, как ржавчина разъедает металл, так и эта энергия может медленно разрушать наше процветание и благополучие. Древние восточные мастера учили, что металлическую посуду следует всегда содержать в чистоте и блеске, поскольку она отражает и усиливает энергию окружающей среды. Ржавый нож не только перестает выполнять эту полезную функцию, но и становится точкой скопления негативной энергии. Поэтому регулярно осматривайте свою посуду и заменяйте ту, на которой имеются признаки окисления. Увядшие цветы – еще один элемент, который многие люди держат на столе, не осознавая их энергетического воздействия. Цветок, когда он свежий и яркий, является прекрасным источником жизненной энергии. Однако, когда он начинает увядать, от него начинает исходить энергия смерти и разложения. Это все равно, что держать небольшое поле отрицательной энергии в центре стола. Поэтому крайне важно менять цветы, как только они начнут проявлять первые признаки увядания. Если нет возможности иметь свежие цветы каждый день, выбирайте искусственные растения хорошего качества или, что еще лучше, устойчивые натуральные растения, такие как суккуленты или небольшие горшки для специй. Последние имеют дополнительное преимущество – они привносят в наш рацион жизненную энергию трав. Многие не знают, но расчески и щетки для волос – настоящие коллекторы энергии. Подумайте только, наши волосы напрямую связаны с нашей жизненной энергией, и эти предметы аккумулируют не только пряди волос, но и энергии, которые мы несем в своей ауре. Когда мы оставляем расчески на столе, мы смешиваем эти личные энергии со священным пространством еды. Это как смешивать чистую воду с грязной, результат никогда не бывает положительным. Более того, существует древнее поверье, что расчески на столе могут вычесать наше благополучие. Поэтому держите эти предметы личной гигиены на своих местах, подальше от стола, за которым мы едим и общаемся. А что насчет подушек? Это кажется безобидным, не так ли? Но наши подушки поглощают много энергии во время сна, включая наши сны, переживания и даже ночные кошмары. Когда мы подносим подушку на стол, чтобы поддержать себя или по неосторожности, мы привносим весь этот энергетический заряд в наше пространство еды и жизни. Древние мастера говорили,
что смешение энергии с нас энергией еды может вызвать смятение ума и даже привлечь тревожные сны. Мы словно создали энергетический мост между двумя средами, которые должны оставаться отдельными. Поэтому всегда держите подушки в спальне на своем месте. Сломанные или поврежденные предметы – еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Сколотая чашка, треснутая тарелка, стакан с небольшими трещинами – все эти предметы, хотя и могут еще использоваться, несут в себе энергию разрыва, фрагментации. Когда мы держим эти предметы на своем столе, мы символически принимаем наличие перерывов в нашей жизни, будь то в отношениях, в проектах или в нашем процветании. Интересно отметить, что периоды трудностей часто совпадают с накоплением сломанных предметов в нашем доме. Поэтому не стесняйтесь выбрасывать уместно и сознательно любой предмет, на котором имеются признаки повреждения. Помните, обновление посуды – это также способ обновить нашу энергию. Документы, связанные с долгами, кредиторской задолженностью или финансовыми проблемами, никогда не следует оставлять на столе. Каждая роль этого типа несет в себе энергию беспокойства и дефицита, которая может загрязнить всю окружающую среду. Представьте, что мы питаем не только свое тело, но и свою душу. Мы хотим питать мысли об изобилии и процветании, а не о нехватке и трудностях. Если вам нужно систематизировать финансовые документы, сделайте это на другом предмете мебели, специально предназначенном для этой цели. Держите стол чистым, чтобы получать только положительную и процветающую энергию. Это похоже на создание защитного силового поля вокруг нашего центра изобилия. Остановившиеся или неисправные часы – еще один элемент, который может негативно повлиять на энергетику за столом. Часы олицетворяют течение времени, движение жизни. Когда он неподвижен, это символизирует застой, паралич. Мы как будто неосознанно блокируем прогресс в своей жизни. Более того, существует древняя традиция, согласно которой остановившиеся часы могут заморозить благословение, не позволяя новым возможностям достичь нас. Итак, если у вас есть декоративные часы на кухне или в столовой, убедитесь, что они работают исправно. Если его невозможно починить, лучше всего удалить его из окружающей среды. Особое внимание также следует уделить предметам, которые несут в себе негативные воспоминания или связаны с тяжелыми моментами прошлого. Та чашка, которую мы получили от человека, с которым у нас были непростые отношения, эта тарелка, которая присутствовала во время серьезного семейного спора, все эти предметы могут поддерживать энергию, которую мы предпочли бы оставить позади. Важно периодически чистить посуду не только физически, но и энергетически. Спросите себя, какие воспоминания и чувства пробуждает каждый объект. Если ответ не будет положительным, возможно, пришло время для обновления. Нам не нужно каждый день носить груз прошлого на своем столе. Чистящие средства, даже если они используются для поддержания чистоты стола, ни в коем случае не следует оставлять на нем. Эти продукты содержат очень сильную химическую энергию, которая может повлиять на энергетическое качество продуктов питания и окружающую среду. Кроме того, существует очевидный риск заражения. Храните эти продукты в подходящем месте, вдали от зоны приема пищи. Убирая стол,